Суд Джонни Деппа против Эмбер Хёрд. Поклонники обеих сторон собираются за пределами здания суда, чтобы поддержать и Джонни, и Эмбер. 11 апреля суд между голливудскими знаменитостями начался с отбора жюри присяжных и работы с ними. В понедельник было выбрано жюри для слушания долгожданного иска о клевете, который Джонни Депп подал против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Хёрд, которую он обвинил в том, что она ложно изображала его домашним агрессором. Все самые свежие подробности о вчерашнем дне только на канале «Файлы Джонни Деппа». Подпишитесь, потому что мы стремимся к 50 тысячам подписчиков и потому что это видео без рекламы. А также только на этом канале видео о суде нашего любимого голливудского пирата каждый день. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать обновления. Привет, друзья! Вы смотрите «Файлы Джонни Деппа». В понедельник, 11 апреля, в Вирджинии начался отбор присяжных по взрывоопасному делу Джонни Деппа о дифамации против бывшей жены Эмбер Хёрд. Некоторые из самых ярых поклонников звезды «Пиратов Карибского моря» и других не менее известных фильмов собрались у здания суда Фэрфакса, чтобы митинговать в поддержку своего любимца. Судебный процесс принес немного Голливуда в здание суда, которое имеет долгую историю рассмотрения громких преступлений, но не с участием кинозвезд. Около 10 часов по местному времени у здания суда Фэрфакса начали собираться люди. Те, кто оказались внутри, не имели доступа к телефонам. Во время заседаний запрещено было писать в социальных сетях, только адвокатам разрешено было отправлять друг другу сообщения. Сообщается, что фанаты приехали даже из Австралии, чтобы увидеть легендарного Джонни Деппа, который прибыл в суд Фэрфакса в шикарном сером костюме и, как мне лично показалось, со светлыми длинными волосами. Напишите в комментариях, если тоже обратили на это внимание. К возможному разочарованию поклонников обеих сторон ни AH, ни JD не входили через главный вход в суд, если ссылаться на заметки журналиста Ника Уоллиса. Еще мне показалось, что в это утро Эмбер не улыбалась так, как постоянно улыбалась во время судебного заседания в Великобритании. Депп и Хёрд сидели по разные стороны отделанного дубовыми панелями зала суда. Джонни в сером костюме, а Эмбер в черном пиджаке и белой блузке. Судья Аскарате также издала приказ, запрещающий каждой из сторон давать автографы или общаться с поклонниками. Кстати, переходите по ссылке в описании в наше сообщество ВК «Файлы Джонни Деппа». Там наши доблестные админы постят прямые тексты из здания суда Фэрфакса. Подписывайтесь на наше сообщество. Это самое информационное поле о Джонни, которое растет и будет процветать и становиться больше. Сторонники Джонни Деппа были с табличками, надписи на которых гласили «Правосудие для Джонни» и «Хотел бы он никогда не слышать», намекая на Хёрд. Фамилия Хёрд с английского переводится как «слышать», и с небольшими пиратскими флагами, отсылающими к роли Деппа во франшизе «Пираты Карибского моря». Зал суда в городе Фэрфакс был закрыт для публики в понедельник с ограниченным закрытым доступом в переполненном зале суда. Люди выстраивались в очередь до 7 утра за браслетами, открывающими доступ. Присутствовали и Депп, и Хёрд, но сотрудники суда доставляли их туда и обратно, используя специальные точки доступа, которые мешали фанатам видеть их. Судья, наблюдающий за процессом, Пенни Аскарате, ввела ряд правил доступа, чтобы попытаться сохранить приличие в здании суда. Что наиболее важно, ни Деппу, ни Хёрд не разрешается позировать для фотографий или раздавать автографы в здании суда или на его территории. Поклонники Деппа громко поддерживали его, заявив, что актера ложно обвинили. Рейлин Отти, поклонница Деппа из Блуфилда, штат Вирджиния, ехала 5 часов, чтобы увидеть кинозвезду. Она была разочарована, когда Депп не поприветствовал фанатов лично, так как заместители шерифа тщательно ограничивали доступ поклонников. «Я так разочарована, я пришла, чтобы подарить ему цветы, чтобы выразить некоторую поддержку», сказала она с букетом в руке. Напомню, что американский актер требует возмещения убытков в размере $50 миллионов от своей бывшей жены Эмбер Хёрд, которая, как он утверждает, оклеветала его, написав в своей колонке «Вашингтон-Пост» в 2018 году авторскую статью, что она стала жертвой сексуального и физического насилия. Хёрд подала встречный иск против Деппа, в котором обвиняет его адвокатов в клевете на нее по его указанию. Адвокаты Хёрд безуспешно пытались перенести дело в Калифорнию, где проживают актеры. Судья Фэрфакса постановила, что Депп имел право возбудить дело здесь, потому что онлайн-издание «Вашингтон-Пост» публикуется через серверы, расположенные в округе
округе Фэрфакс. Адвокаты Деппа заявили, что они возбудили дело в Вирджинии отчасти потому, что законы здесь более благоприятны для их дела. Я считаю, что он невиновен. И не думаю, что репутация человека может быть разрушена словами одного человека, когда это неправда. Так что да, он страдал от очень плохих последствий, которых не заслуживал, сказала поклонница, прилетевшая ради Деппа из далекой Австралии. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до 6 недель, и вступительные заявления адвокатов сторон могут прозвучать уже сегодня, во вторник, в зависимости от того, как пройдет отбор присяжных. Ожидается, что и Хёрд, и Депп дадут показания вместе со многими другими свидетелями, такими как бывший Хёрд Илон Маск, хотя есть версия, что он до сих пор не получил повестки в суд, актер Джеймс Франко, звезда WandaVision Пол Беттани и актриса Эллен Баркин, которая короткий промежуток времени встречалась с Джонни. Не обошлось вчера и без казусов. Пенни Аскарате расспрашивала потенциальных присяжных об их знаниях о враждующих бывших. Один из них раскрыл текст в поддержку Деппа. Это был текст его жены о том, что Эмбер психопатка, но быстро смог составить свое собственное мнение. Один из присяжных не знал, кем является подсудимая. Он не знал ее имени. Потенциальных присяжных спросили, смотрели ли они фильмы с одной из сторон, Джонни Деппа или Эмбер Хёрд. Все они ответили «да» на вопрос о Джонни. Очень немногие ответили «да» на вопрос про Эмбер, а большинство не смогли вспомнить, что это были за фильмы. Несколько человек сказали «Аквамен», но не смогли вспомнить ни одного другого. Вчера суд выбирал присяжных. Из 60 потенциальных присяжных из более широкого круга, которые нужно было сократить до 11 определенных, 7 из которых будут официальными присяжными и 4 наблюдателями за ходом разбирательства и готовы вмешаться, если по какой-либо причине один или несколько из основных 7 выпадут. 11 человек – это 5 мужчин и 4 женщины и 2 человека, чьи голоса не были слышны по каналу связи суда, решат этот суд и судьбу Джонни Деппа. Нам нужно выяснить, что вы знаете и сможете ли вы быть честными и беспристрастными присяжными, спросила судья Аскарате у потенциальных присяжных на вчерашнем слушании, которое было закрыто для публики. То, что вы услышите об этом деле, должно ограничиваться тем, что вы услышите в 4 стенах этого зала суда. Судья Аскарате была эффективной, беглой, решительной и расслабленной. Думаю, что под неправильным судьей присяжные могут быть напряженными. Следуя советам ее чести, адвокаты сторон сделали все относительно безболезненным для потенциальных присяжных. Команда JD задавала вопросы потенциальным присяжным заседателям, как правило, довольно общие, спрашивая, имел ли кто-либо из них связь с индустрией развлечения или занимал руководящие должности. Команда Эмбер Хёрд была более конкретной, задавая вопросы, в том числе, кто-нибудь из вас верит, что у жертв домашнего насилия сразу видны телесные повреждения? Кто-нибудь из вас верит, что жертва домашнего насилия будет сотрудничать с полицией? Вы знаете кого-нибудь, кто так разозлился, что уничтожил имущество? Это не значит, что команда JD иногда не переходила прямо к делу, спрашивая, считаете ли вы, что рассказу или утверждению человека о сексуальном насилии следует верить безоговорочно? И есть ли у вас сильная или негативная реакция на любого, кто использует жестокие или нецензурные выражения? Оба набора вопросов, а их были десятки, потенциально раскрывали некоторые стратегии, которые будут задействованы по ходу судебного разбирательства. Другой интересной вещью было огромное количество людей, которые обе стороны могут, но не обязательно будут вызывать в качестве свидетелей. Судя по всему, американские гражданские процессы гораздо более подвижны, чем их английские коллеги, благодаря использованию обозначений показаний под присягой, в которых свидетели допрашиваются и перекрестно допрашиваются на видеопленке обеими сторонами, которые затем редактируют пленку с одобрения суда, чтобы выявить пункты, которые они считают наиболее важными. Затем присяжным показывают полученные предварительно записанные показания. В списке потенциальных претендентов, напомню, упомянутых в этом процессе были Илон Маск, Пол Беттани, Кейт Джеймс, Исаак Барух, Уитни Энрикес и Адам Уолдман, чье предполагаемое поведение заслуживает целого раздела в заключительном аргументе NGN в судебном процессе по делу Деппа против NGN. И последнее, что нужно отметить. По наблюдениям присутствующих людей в зале суда, которым посчастливилось попасть в порядке очереди внутрь, Джонни все время стоял лицом вперед, занимаясь своими делами. Эмбер, с другой стороны, все время поворачивала свой стул в сторону Джонни. Перед началом суда примерно за сутки Эмбер опубликовала у себя в аккаунте сообщение о том, что не будет онлайн ближайшей недели, и призналась, что любит Джонни. Журналист Ник Уоллис, хороший друг моего канала, освещал суд в Великобритании. Он один из немногих, кто рассказал нам в своих твитах, что происходило внутри, так как камер в Лондоне не было. Затем он на своем сайте выложил массу судебных документов
документов, и благодаря именно нику у нас есть возможность изучить их и таким образом быть в курсе того, о чем будет говориться на нынешнем судебном процессе в Вирджинии. Кстати, у меня есть подписка на рассылку Ника Уоллеса, в котором он эксклюзивно поделится всеми произошедшими событиями каждого судебного дня, а я в свою очередь поделюсь ими с вами, мои друзья. Так что, чтобы не пропускать ничего нового и смотреть видео из первых рук, жмите подписку на канал и колокольчик. Вступительные заявления запланированы на утро вторника. Ожидается, что судебный процесс продлится более месяца. Так что уже сегодня заходите в наше сообщество ВК «Файлы Джонни Деппа», ссылка в описании, и следите напрямую за судебным заседанием Джонни Депп против Эмбер Хёрд. А на этом канале каждый день вы сможете видеть видеоотчет о каждом прошедшем дне в суде Фэрфакса. Оставайтесь с Джонни Деппом и на этом канале. Не забывайте про хэштег Justice for Johnny Depp Virginia 2022. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Johnny Depp's Files, прикоснись к легенде. Берегите себя. Мирного вам неба и пока-пока.